Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня мы будем собирать детскую кроватку вместе с мужем. Она приехала, мы ходили, выбирали ее в нескольких магазинах. Были магазинчики, которые были представлены как офлайн, но мы приходили туда, и, собственно, мы либо не могли найти эти магазинчики, либо там просто-напросто не было кроваток даже. То есть, по сути дела, многие из тех, кто есть в Аргентине, они работают как интернет-магазин, а нам хотелось все-таки именно саму кроватку посмотреть, чтобы определиться. Вот. И это один из немногих магазинов, где как раз можно было посмотреть воочию и понять, насколько она для тебя функциональна. Поэтому мы достаточно быстро определились. Нам показалась она достаточно удобной, и мы ее заказали. Договорились с продавцом, заплатили мы наличными уже на месте. Так получилось чуть дешевле. И в плане доставки я помнила, что мы все-таки находимся в Аргентине. Вот, и почему-то я думала, что доставка будет достаточно длительной по сроку. Вот, но нам саму кроватку привезли уже буквально через 2 дня. И это было прям вот, на мой взгляд, удивительно. Вот, я думала, что здесь с этим тоже какие-то проблемы будут. Что давайте смотреть, распаковывать, собирать. Не знаю, быстро это будет или все-таки долго. Обычно у нас такие вещи занимают достаточно отрезок времени. Посмотрим, как справимся. Вот в такой вот коробке кроватка, которую мы заказали. И сейчас кто-то ее будет собирать. Кто-то, кто настраивает GoPro. Надеюсь, что это будет недолго и не очень сложно. Я планирую чисто наблюдать за процессом, подсказывать, если что-то будет не получаться, потому что этот человек не сильно разбирается в каких-то конструкциях. Ну что ж, погнали. Кроватку мы уже рассматривали в магазине, видели все ее функции. Нам прям вот сделали такую небольшую демонстрацию. То, как она опускается, всякие ремешки и прочее. Ну и хотелось, чтобы, конечно, кроватка была приставной, потому что в первое время, мне кажется, это очень удобно, это просто какой-то must-have. Ну что, тут есть какая-то, я так понимаю, инструкция. На русском есть. Он даже есть на русском. Фух. Тут чисто, я так понимаю, как пользоваться. А вот есть картинки, кстати, ну ладно. Походу, это на очень долго. Да, я знаю. Здесь вот, я так понимаю, что матрасик, который кладется уже потом в финале. Сначала ножницы. Кое-как это освободить. Вот инструкция. Инструкция в картинках. Я так понимаю, что последовательность действий как раз соблюдена. Можно еще засечь по времени, сколько это займет. Небольшой спойлер, это заняло гораздо меньше времени, нежели чем я предполагала. Выглядело это изначально все более как-то устрашающе. Смотри, не сломай тут. Что дальше надо щелкнуть? Не. Можешь вытащить и заново вставить? Да нет, все правильно вставлено. Может, так и должно быть? Там действительно одна деталь никак не захотела попадать в паз. Она доходит и отталкивается. Кто-то уже устал. Там специальная штука фиксирует ее. О, второй вообще встал сразу. Нет, не дуговая палка. А, это из них палки можно вытащить, имеется в виду. И вот эта палка, из нее нарисовано, что ее можно вообще вытащить. Или они хотят, чтобы я вот эти палки собрал. Вот это, наверное, от меня хотят. Они хотят, чтобы я засунул вниз, места же нет. Столько, чтобы так делать. Будет интересно узнать, как детскую кроватку выбирали вы, на чем основывалось ваше решение. Вот так что пишите в комментариях обязательно. Штучки должны быть внутри. Там для них как раз отверстие есть. Вот эти штучки, да. Они должны заходить внутрь, они загибаются, чтобы оно уменьшалось. Поменять? Да, их нужно, чтобы они были вовнутрь, типа.
Они утилизации не вовнутрь, там для них отверстия. Я люблю частенько так что-нибудь поправить, когда понимаю, что что-то не так. Вот здесь все правильно. Здесь то же самое, она должна просто вовнутрь эти штучки. Но вообще интересно, эта кроватка как мини-конструктор получилась. Скоро будет момент, который упустила даже я. Промо, которое было прикреплено. Что, матрас потом кладется, да? Да, матрас должен быть внутри. Нет, скорее всего наоборот, потому что та штучка опускается. Как надо там продеть? Поняла это, когда мы уже закрепили во всю вот эту вот ткань. Ну, хочешь, он сначала тебе сделать, тебе проще, а потом это. Ну, потом это еще сложнее, значит. Но теперь мы уже знали, что делать. Но у нас это перекладину нужно внутрь засунуть, видишь, она не держится. Тут мы стали все поправлять. Внутрь окон этого. Здесь можно было найти кроватку поменьше приставную, но так как мы планируем здесь все-таки задержаться, вот, поэтому сразу выбирали побольше размера. Осталось еще пристегивающиеся эти. Еще изначально я рассматривала деревянную кроватку, но все они, по сути дела, заказываются на Mercado Libre. Вот, а магазины, которые есть в офлайне, они все расположены как-то далековато. Вот, поэтому все-таки мы остановились на вот этой вот. А это мой драгоценнейший мобиль с овечками. Как я его обожаю. Я его специально везла из Москвы, вот, потому что это просто моя любовь. Вот так в итоге выглядит сейчас кроватка. Я потом буду еще ее застилать теми простынями, которые я купила, но пока что выглядит как-то так забавно то, что я сейчас посадила своих крошек внутрь. Вот они, на мой взгляд, достаточно так мило там смотрятся, но я очень рада, что удалось закрепить этот мобиль. Вот, конечно, круче было бы, если был деревянный держатель, но здесь найти такой сложности, вот, поэтому мы как раз выкрутились, взяли именно сам держатель из другой модели мобиля. Вот, в принципе, все равно достаточно миленько смотрится. Вот. Кроватка мне тоже пока что нравится. Надеюсь, что будет удобно в плане пользования. У этой кроватки есть снизу, там они спрятаны сейчас, ремни, которые пристегивают ее к основной, ну, как бы к вашей, да, кроватке, в которой вы планируете спать. И можно поднять одну часть. Кроватку можно приподнять с одной стороны, чтобы был наклон. Это будет профилактика апноэ и срыгивания. Так что у нас будет демонстрировать муж. Вот, одна часть как раз можно ее приподнять. Да. Да, и вот она зафиксирована. И опустить. Все достаточно просто. Единственная вот эта вот стеночка, она тоже фиксится, и ее так просто не поднимешь, потому что она там как бы на ремнях находится. Вот, а так, конечно, было бы удобнее ее просто тоже поднимать, опускать. Если, допустим, ты положил ребенка и хочешь отойти, но это, видимо, уже будет функционально потом, когда кроватка не будет уже именно приставной. Ну, а так она достаточно такая мягенькая, миленькая. Вот как-то так выглядит. Мои крошки. Но глядя на вот то, как выглядит кроватка, то, как она здесь стоит во всей этой милоте, мне кажется, что она достаточно такая уютная. Вот, надеюсь, что будет тоже очень удобной. Ну что ж, мы собрали кроватку, нам это удалось. Кстати, по времени это заняло не так много. Мы успели за 36 минут. Мне кажется, что даже какие-то стеллажи мы собираем обычно дольше. Вот. А здесь все достаточно было просто, достаточно удобно. Ну и мне очень нравится, как она смотрится. Здесь вот в интерьере она, кстати, достаточно неплохо так вписалась. Очень миленькая. И прикольно, что она сочетается вот и с моей подушкой, и с покрывалом, который у нас на кровати. Ну и в принципе даже, да, как-то со стенами. Вот, так что я довольна. Надеюсь, что и малышке тоже будет удобно. Если вдруг вы пользовались тоже этой кроваткой, обязательно пишите, как вам она, было ли удобно. Вообще, в принципе, есть ли смысл в этих приставных кроватках. Потому что я пока не знаю, у меня еще вот животик.
Буду изучать в процессе, но пока что мы планируем пользоваться ей достаточно долго, а там уже как будет, как получится. Я пока что посадила туда своих овечек, они будут ждать как раз тоже нашу девочку. Надеюсь, что вам было интересно наблюдать за всем этим процессом. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы либо по кроватке, либо в принципе, либо вообще по Буэнос-Айресу. Вот мы всегда только рады будем ответить. Ну и увидимся в следующем ролике. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Всем пока-пока!